Кто мне ответит в комментариях по правилам дорожного движения, сколько должно оставаться, какое расстояние между зеброй и между автомобилем? Пока только что пил чай, руки были заняты, подошел мужичок, продавал детские книжки. Ось такі малі шпеки вигравали в дідів тих. Один каже, дід, я чемпіон мира, Європи. Малий йому матів наставив. Он прям такого кислотно, такого мрачно-темно-красного, такого жесткого цвета. Чемпіонат був коли-то в 18-му році. Ага. Хлопчик отакий виграв. Виграв? Усіх чемпіонів мира, Європи. Дідів тих, усіх виграв. Скоро Масленица, и думаю, что млинцы будут как пирожки расходиться. Но еще фотоместо, где можно провести небольшую вот такую вот фотосессию. Давайте заглянем, посмотрим, что у нас тут творится. Друзья, всем привет! Паша на связи. Киев, Украина. За окном 3 февраля. И сегодня я решил для вас в выходной день посмотреть, показать центр. Ну, относительно центр. Сейчас я нахожусь около университета Шевченко, как вы видите, да, красный корпус. Это около метро Университет. За нами университет Шевченко. С этой стороны за нами парк Шевченко и вниз туда Бессарабская площадь, Бессарабский рынок. На сегодняшний день этот парк один из наиболее ухоженных, поэтому его состояние мы как раз и посмотрим. Много сюда приезжают родители с детьми, потому что площадки, которые тут стоят, они нормальные, да, то есть это не уже советское прошлое, а уже реально настоящее. Вот так вот у нас выглядит университет Шевченко. Такой вот прямо, не знаю, насколько передает видео, но он прям такого кислотно, такого мрачно-темно-красного, такого жесткого цвета. Сейчас за окном 3 градуса тепла. Чувствуется, ну, наверное, чувствуется как, ну, может быть, 2. То есть люди не то чтобы повысыпали на улицу, потому что в выходной день, в воскресенье, но и не то, что совсем зима и холод. Многие в шапках, многие закутаны по самое горло, потому что не жарко. Тут летом, да, когда тепло, тусят, безусловно, конечно, студенты с этого парка. Тут проходит троллейбусная остановка вокруг этого парка, то есть она как конечная едет и разворачивается троллейбус. Поэтому количество людей, которые в этом парке перед работой, после работы, во время обеденных перерывов, оно зашкаливает любое вообразимое-невообразимое понимание. Слева, вот там какое-то медицинское учреждение, вот за этим корпусом. Вот такая вот интересная скамеечка. По уровню, ну, наверное, для обычного человека низковатая, но для необычного человека нормально. Слева много в этом парке вот таких вот точечных каких-то интересных локаций, вот такого вот плана. То есть кто-то может подумать, что это какой-то мангал, но по факту это тоже скамейка. Уже сейчас, видите, работают прокаты таких электроавтомобилей. Электроавтомобиль, прокат, если мне не изменяет память, там что-то около 50 гривен 10 минут. То есть это порядка, ну, делите, если хотите получить в долларах, то это делите на 38, если в евро делите на 40. 50 гривен это порядка, ну, чуть больше $1, если делить на 38. Вот такая вот кофейня. Уже не помню, сколько лет она тут стоит в виде трамвайного такого вагончика. Пользуется нереальной популярностью у людей, потому что это не только кофейня, но еще фотоместо, где можно провести небольшую вот такую вот фотосессию, если так можно обозвать. По ценам в этой кофейне давайте посмотрим. Эспрессо 30, латте веган 99, латте обычный 69, это 280 литров. Тут же почтовый ящик. И вот такие вот у нас внутренности у этой кофейни. Интересный подход. Вот мне всегда нравится
такие места, потому что они выделяются. А вот такие вот места, они привлекают внимание, да, и просто вот стульчики тоже комфортно, удобно летом позалипать на солнце. Такие вот огромные по сравнению с обычными табуретками стулья. Электродевайсы, то есть это формат гироскутера с приделанной сидушкой. Это, если я не ошибаюсь, у нас музей, не музей. Давайте заглянем, посмотрим, что у нас тут творится. Вот так вот выглядит интересный музей. Я вообще думал, что это центр незламности, да, где можно и подзарядиться, где можно попить кофе. Вот такая вот фиг вам. Это какой-то небольшой музей. Дальше идем. По центру у нас кафе, ресторан. Обойдем с этой стороны. Таким парусным зигзагом ходим. Кто хоть раз плавал на яхте, понимает, о чем я думаю. Почему это место пользуется популярностью? Максимально все просто объясняется. Я говорю про лето, да, и сейчас вы видите, что есть люди, гуляющие, прогуливающиеся, не которые просто сквозняком проходят через этот парк, а которые вот действительно вышли, чтобы тут перекусить, попить кофе, просто пообщаться и так далее. Почему оно пользуется популярностью? Максимально просто. Потому что там, где мы сейчас с вами находимся, больше каких-то зеленых вот таких вот насаждений, каких-то мест нету. Ну, разве что ботанический парк, ботанический сад, который сзади меня остался. Центр — это каменные джунгли, это застройка, это асфальт, это плюс 40 летом, потому что это жара, это просто жара. Вот такая вот кофейня у нас есть тоже в парке, работает с 8 утра до 8 вечера. Bubble Киев. Что у нас по ценам в кофейне? По ценам у нас Цезарь. Граммовку я не вижу, но Цезарь у нас стоит 190 гривен. Сэндвич 210 или с курицей 180. Круассан с вишней сладкий 120. Круассан с бананом, нутеллой 125. Чай пол-литра. Манго с маракуйей 70. Ну, короче, любой чай 75 гривен. Кава. Латте 250, самый маленький, 70 гривен. Латте на рослинному 115. Какао 350 мл, 80 гривен. Допы, сироп, лимон, молоко. Фреш, кстати, вот интересно, сколько стоит. 120 гривен, 200 миллилитров. Небольшое заведение, ну, для людей, которые идут и хотят подзаправиться теплым какао или кофе. Думаю, не обязательно тратить кучу времени для того, чтобы зайти, вот, допустим, в этот ресторан, выждать официанта и потом еще ждать, пока он принесет чек или терминал. Небольшая избушка на курьих ножках, которая готовит млинцы. Скоро Масленица, и думаю, что млинцы будут как пирожки расходиться. Млинцы. Что у нас по млинцам? Без начинки 25 гривен. И пошло дальше, вы видите, да, грибы, капуста, грибы, цибуля 66 гривен, с нутеллой 85 гривен и так далее. Сырники 125 гривен за 500 грамм. Вот такие вот. Ну, такая вот кафешка. Сделали это для удобства, я думаю, для того, чтобы люди, просто не заходя, могли купить снаружи, не тратя время, пару блинчиков. Если я правильно помню, если я не ошибаюсь, это заведение называется «Млын». И вот прям возле этого заведения находится детская площадка. Детская площадка такого нового формата, нового образца, без всяких каких-то
советских горок бетонно-металлических, на которых можно не только поцарапаться, убиться там, ну и они, ну никакую, знаете, развивающую такую нагрузку не несут. Хотя в нашем детстве, по сути, горка и горка, лазили все без каких-либо вообще проблем, без вот таких вот канатных веревочных парков. Есть батуты, есть вот такие вот популярные у детей качели. Сколько бы ни говорили, ни писали, но подростки любят, да, там порядка 10, 11, 12, 15 лет на этих качелях взбираться по 5 человек, по 6 человек и раскачиваться так, что они выходят просто из строя. Ну, такой вот замок для принцесс в виде детской площадки соорудили. В целом парк просторный, в целом парк прозрачный. Количество мест для отдыха, знаете, иногда бывает, идешь где-то по набережной или идешь где-то по какому-то, не знаю, скверу, парку, и вот реально просто нету мусорника, и ты с этим фантиком от конфеты ходишь, просто километры наматываешь, а нету просто обычной лавочки. Если у тебя нету ни гамака, ни какой-то подстилки, то ходить и искать, где приземлиться, довольно-таки сложновато. Так, дальше. И вот в отличие от многих таких вот мест, от многих локаций, где такого нету, в парке Шевченко, где мы сейчас находимся, да, я повторюсь, вон там вдалеке у нас красный корпус. Вон фотосессия у паренька в вышиванке, бедный, сейчас 3 градуса, а он без курточки. Так вот, в отличие от многих других мест, то количество скамеек разноплановых, да, самое интересное, что они не просто вот натыканные, да, как грибы после дождя, а они вот интересно выглядят. Ну вот, как можно не посидеть на такой скамейке, да, то есть держать равновесие, наше все. Вот, допустим, девушка, да, с мамой, наверное, сидит на скамейке, за ней еще одна скамейка ровная, и через каждые, допустим, эти 10 метров, даже не 10 метров, через каждые 5 метров, наверное, мусорник, и не нужно ходить, наматывать круги для того, чтобы искать мусорник, для того, чтобы выбросить просто какую-то этикетку. Для города, да, или для района, я не знаю, кто отвечает, допустим, за этот парк, поставить просто мусорников больше, чем нужно, вообще не является абсолютно никакой проблемой. Вообще. Почему этого не делают, я не знаю. Ну там в метро где-то, да, я понимаю, почему запрещено ставить мусорники, чтобы никакие там теракты не устраивали. Но почему в парках люди не устанавливают? Для меня, честно, загадка. Вот еще одно такое место, где люди с видом на фонтан, потому что летом у нас вот тут вот фонтан работает, могут посидеть. Вот мужчина с чашкой кофе в руках, как раз пример того, как можно расположиться. То есть, видите, в полный рост еще остается место. Рома-кава. Рома-кава, цены, видите, капучино 39 маленький, латте 39, эспрессо 25. Вот такие вот цены. И где бы мы с вами ни шли, вот мы идем, и везде, вот смотрите, везде лавочки. Везде лавочки большие, массивные, для любого количества людей. Тут вот из вот спокон веков, вот сколько я себя помню, вот именно в этом парке был сбор шахматистов. Я умею играть в шахматы, я и умею играть в шашки. В свое время я даже в шашках занял в лагере то ли первое, то ли второе место по шашкам. Шахматы я хоть и умею, но меня как-то они менее привлекают, шахматы, чем шашки. Как-то мне они меньше нравятся. Но вот это место, еще до того, как его реконструировали,
было местом сбора вот шахматистов. И сейчас им даже сделали, вот если вы присмотрите, специальные столики, вот там вот в беседке, вон там вот, да, там, если я правильно помню, даже расчерчены на столиках сразу шахматная доска. И очень удобно, чтобы это все приходить в выходной день и играть. Вот так вот происходят турниры. Добрий день. Все как нужно, с часиками. Большое уважение тем людям, которые вместо того, чтобы сидеть дома, они выбираются и занимаются своим хобби. То есть, если вы не увлекаетесь шахматами, я не думаю, что кто-то вас может заставить выбежать из дома в +3, приехать сюда и играть в шахматы. Но, по сути, для вот этих вот людей, да, для кто-то пожилой, кто-то не очень, это место скорее даже не для игры, а это место сбора, место, знаете, вот как говорят вот в шутку, не в шутку, вот бабушки возле подъезда сидят, общаются. Вот это вот такое место. Прийти, пообщаться, посплетничать, переварить последние новости. Для меня в свое время было таким местом это Протасов Яр в Киеве. Когда я только начинал кататься на сноуборде лет 10 назад, Протасов Яр в Киеве, это 100 метров спуска, который ты преодолеваешь на лыжах или на сноуборде за 5 секунд. И люди туда приезжали, райдеры, по сути, не для того, чтобы кататься, а для того, чтобы провести время, для того, чтобы пообщаться, для того, чтобы встретиться с друзьями. Вот для меня это было аналогичное место тому, которое вот мы сейчас с вами тут видим. Я насчитал 4 вот таких бригады, которые сидят и играют в шашки. По сути, по количеству столиков, я думаю, что вы видите, насколько человек рассчитано. Я не знаю, не посчитаю, наверное, но навскидку 4, 8, 12. Там у нас 16, 20, 24, 28, 32, ну где-то 40 столиков. Где-то 40 столиков для желающих летом посидеть за шахматными партиями. Напишите в комментариях, а во что вы играете? Во что вы, возможно, умеете играть? Домино, шашки, шахматы. Что вам нравится? Во что бы вы сразились? Если, конечно, исключить электрогаджеты, всякого рода компьютеры. Вот еще пример такого же, да, уже мужичок ушел, его место занял паренек и девушка. Тоже отдохнуть, посидеть, подышать воздухом. Давайте посмотрим, что у нас тут по цене из такого вот, из съедобного. Из съедобного у нас, вот если подкрепиться не только хочется, слойка, шинка, сыр, грибы 50 гривен, слойка с мясом 50, солями, не солями, самса с мясом 45, баварская сосиска 50, хачапури с брынзой 45. Вот такие вот цены на пирожки. 50 гривен слойкой. Это, ну, порядка где-то там чуть-чуть больше, наверное, доллара. Доллар это 38 гривен. 50 делить на 38, там, чуть-чуть больше $1. Пока только что пил чай, руки были заняты, подошел мужичок, продавал детские книжки. О чем это говорит? Это говорит о том, что там, где родители с детьми, там вот такой вот бизнес, да, когда берутся книжки детские и продаются там втридорого. Кому нужно, очень удобно, может воспользоваться. Ну, когда-то он ушел. Справа, спереди
туалет и даже, судя по вывеске, даже рабочий. Вот. Что у нас тут интересного продают? Тут тоже детские книжки, шахи. Ну, шахи как раз. Добрий день. Шахи для дітей, вчимося читати. Улюблені казки Ганс Христиан Андерсен. Дивіться. Ага. Про кроликів цікаво все. Угу. Оце було. Медведовий А кролик. скільки оце от коштує? Оцього? Ага, тут є. Ні? А беріть, якщо хочете, по 50 гривень. 50 гривень, да? Я їх по Улюблені 70 казки. продавав. Олов'яний Вони солдатик. цікаві такі. Да, я ж пам'ятаю, самі читали Олов'яний солдатик і все остальное. Шахи. А це у вас тематично, да? Раз тут в шахи грають, значить всі повинні. Так, то діткам беруть їх, оце Мгм. для дітей. Я бачу. Батьки приводять дітей, оце туди в шахи грають. Да, Там да, же да, чемпіони міра Європи грають, а тому. Я бачу, там Да. коли потепліше буде. А Не вони пройти. приводять їх грати. Ну вони, звісно, на все грають там, але що вони На гроші? Ні. Буває, ну. Не будемо кричати. Але вони гарно грають. Ага. А вони дітей приводять, щоб все, щоб діти вчилися. І діти там же чемпіонат був коли то в 18-му році. Ага. Хлопчик отакий виграв. Виграв? Усіх чемпіонів міра Європи. Дідів їх усіх виграв. Йому грамоту дали. Я гроші скільки дали. себе пам'ятаю, років 20 тому, воно вже тут було, навіть ще перед реконструкцією. Було. А зараз столики вже стоять. Це... До війни було соревнування були. Не, нормально, хорошо, так подобалось. Люди були, дітей приводили. Це нормально, діти грали з ними. Ага. Отакі малі шпеки вигравали в дідів тих. Один каже, я чемпіон міра Європи. Малий йому матів наставив. Я вмію в шахи і вмію в шашки, але ж якось мені більш до вподоби шашки. Ну не знаю, якось Мені воно так. шашки подобаються. Шахи Да. менше. А шахи я слабо логічно. Багато треба думати, а ми думати не хочемо. Добре, зрозумів. А це що таке у вас? Це картки. А це така- Картки, да? Це така гра там. Угу. Киця-миця непогана така, киця-миця така. Що у вас покупають, не покупають? Бачу людей багато, але щось черги нема. Я це вийшов, може буде тепліше. Тепліше, да? Ага. Зараз людей мало дуже. Чого? Ну, деякі книжки купляють з тої серії, буває дитячі купляють. А у вас, я бачу, тут ці конкуренти ходять, чи це від вас? Ні, не від мене. Я його знаю, то він бігає тут не один рік. Ну він книжки набере такого. Ну, Це да. важко ходити, так я не хочу. І це він ходить до кожної людині і до вас підійде, почне втикати, і я цього не люблю. Але вихідні, ну може ми просто на вихідних туди не їдемо, бо там дуже багато людей. Ну просто там не цей, не. А так бачив, що купують. Перемоги там мені подобається. Я на Троєщині, Да, я да. 50-м тролейбусом під'їжджаю, там сосна, хорошо походити. Да, там влітку добре, цей гамак натягнули, там сидиш, відпочиваєш, але. Озерці. Да, ще це ж Кличко, коли другу чергу він трохи відреконструював, це більш-менш воно нормально. Ось. А так люди ходять. Добре, дякую, успіху вам. Так, поговорили с продавцом, вот он едет аж, и по его словам, говорит, живет на Троещине. Ну вот навскидку, если с общественным транспортом отсюда, пусть даже на метро, вот представьте, человек сюда приезжает книжки продавать. На метро это минут 30, наверное, минимум. И от метро еще на маршрутке или на троллейбусе тоже еще минут 20. То есть человек в одну сторону тратит до часа времени, чтобы сюда приехать продавать книжки. Там детские, не детские. Ну, как говорят, на любой товар есть свой покупатель. Многие делают действительно спонтанные покупки. Не исключаю, что этот бизнес ему приносит и, надеюсь, будет приносить много денег, достаточно для того, чтобы чувствовать себя нормально. Вот прямо в парке тоже летом, когда жара, когда асфальт плавится от температуры, есть даже бювет. Очень удобно, и, мне кажется, очень нужное место для того, чтобы попить воды, охладиться. И он работает, видите, набирают воду, и 3 колонки есть. Уверен, что все они работают. Сместился я правее чуть-чуть. Для того, чтобы показать
как люди соблюдают правила дорожного движения для того, чтобы показать атмосферу и архитектуру. Музей мистецтв имени Богдана та Барбары Ханенків. На столбе камера, и это центр Киева. Видите, какие дома. Эти дома, конечно же, в первую очередь портят кондиционеры. Кондиционеры – это такое зло, с которым, с одной стороны, и бороться нужно, но с другой стороны, ты понимаешь тех людей, которые в этих домах живут. То есть, если в новых домах можно провести, да, полноценную вентиляцию, там, без кондиционеров, то вот в старых домах, ну, представьте, какой бы ни был крутой дом, кирпичный, как бы он ни охлаждался, все равно там жарко. Кто мне ответит в комментариях по правилам дорожного движения, сколько должно оставаться, какое расстояние между зеброй и между автомобилем? Могу даже дать варианты. 0, как в данном случае, 10 метров или 30 метров. А почему должно оставаться место? А для того, чтобы машины, которые едут, они могли среагировать на ребенка или людей, которые по этой зебре переходят, и которых вот в таком виде автомобиль не видит, потому что он стал сильно близко. На сегодняшний день в Киеве вот такие вот расчерченные синими квадратиками парковочные места, они все бесплатные. В принципе, по выходным они и так бесплатные. То есть сейчас, если вы видите синее место, то вы можете встать и за это не платить. Это официально. Но там какие-то пока заключаются договора, все места в любое время дня и ночи, они бесплатные. Хоть в будни, хоть по выходным. Слева мы проходим детскую площадку, которую только что обходили с той стороны. Огромное количество людей, огромное количество родителей и огромное количество детей, даже несмотря на довольно прохладную погоду. Пока человек не припаркуется, дальше проехать возможности нету. Друзья, мы подходим к краю парка. В принципе, мы его обошли вдоль и поперек уже, по периметру, поговорили с продавцом, посмотрели шахматистов. Спереди мы с вами видим пиццерию Доминос. Не знаю, сколько я лет, сколько себя помню, столько я помню пиццерию на этом месте. Может быть, она, конечно, менялась название, но пиццерия там была чуть ли не испокон веков. Друзья, если подобное видео, подобного формата вам интересны, такие прогулки, посмотреть актуальную на сегодняшний день жизнь в Киеве, обязательно поддержите пальцем, поставьте вподобайку, напишите какой-то коммент, как вы считаете, нужно ли развивать такие места, нужно ли строить новые детские площадки. Я задавал вопрос, какое хобби вам більш до вподоби, какое нравится. Может быть, это шахматы, может быть, это шашки, может быть, это домино, или какое-то у вас есть более такое активное хобби. Будет интересно узнать. Ну и я удивлен, если вы смотрите это видео, но до сих пор не подписались, обязательно это исправьте. До новых встреч в новых видосах. Всем пока.